В одной маленькой деревушке, скрытой среди пышных зеленых лесов, произошло необычное событие, о котором все жители до сих пор говорят с удивлением и трепетом в голосе. В тот день, когда солнце уже начало погружаться за горизонт, окутывая все вокруг золотым светом, кошка по имени Мурка увидела волчицу, пробирающуюся сквозь густой кустарник. Она была предупреждена о диких существах, скрывающихся в лесу, и поэтому решила остаться настороже. Но когда она увидела, что волчица нежно ухаживает за маленьким котенком, ее сердце наполнилось странным чувством, смешанной радостью и тревогой. Мурка наблюдала, как волчица относила котенка в глубины леса к своим волчатам. Это было нечто невероятное. Волчица, которая сама являлась диким животным, решила принять котенка в свою семью. Безмятежность и нежность, с которыми она относилась к малышу, вызывали у Мурки смешанные чувства: радость за то, что ее котенок будет в безопасности, и одновременно тревогу за его будущее. Однажды, когда волчица отправилась на охоту, в лес вошел местный охотник по имени Иван. Он слышал о невероятной истории с волчицей и котенком и решил увидеть это своими глазами. Когда он обнаружил котенка, заброшенного в лесу, он не смог оставить его там на произвол судьбы. Охотник подобрал его и решил приютить у себя в доме. Иван был добрым и заботливым человеком. Он назвал котенка Васькой и дал ему все, что нужно для счастливой и комфортной жизни. Васька вырос под пристальным вниманием и заботой Ивана. Он стал умным, ласковым и послушным котом. Время шло, и деревенские жители наблюдали, как Васька и Иван становятся неразлучными друзьями. Кот был всегда рядом, когда Иван возвращался с охоты, отдавая ему ласку и заботу, которые Васька получил от волчицы. Он оказался необычным котом, который спокойно перешагивал через представленные перед ним преграды и никогда не проявлял агрессии. Однажды, когда Иван прогуливался по лесу, сопровождаемый Васькой, они встретили волчицу. Мурка, увидев своего потерянного котенка, испытала сильное волнение. Она приблизилась к волчице и Ваське, их сердца замирали от неожиданности. Волчица узнала Ваську и поняла, что он вырос благодаря Ивану. Она ощутила благодарность к человеку, который защитил ее малыша. В ответ Мурка нежно облизала лапкой мордочку Васьки, выражая свою любовь и благодарность. С тех пор волчица и котенок стали посещать Ивана и Ваську чаще. Они проводили вместе время, играли, их души слились в одно целое. Васька, наполненный нежностью и заботой, не испытывал страха перед волчицей, а скорее видел в ней свою вторую маму. Волчица, Мурка и Иван стали неразлучными друзьями. Они поняли, что любовь может преодолеть все границы и различия. Их история стала символом того, что даже самые необычные события и непредсказуемые встречи могут привести к истинному счастью и гармонии. Так закончилась удивительная история в одной деревне. Васька, выросший с любовью и заботой, стал доказательством того, что даже в самых невероятных обстоятельствах можно найти свою семью и пройти путь к счастью. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях. В одной маленькой деревушке,